Добро пожаловать в гости на канал, с вами Валентина. Посмотрите, я порезала джинсы. Скопились, они мне не нужны, как говорится, выкинуть мне их жалко, порезать нет времени, но руки дошли. Конечно, я выбрала самые аккуратные, хорошие части ткани, и теперь я буду шить сумку. Я на лучшей ткани нарисовала полоски, прям вот по этой линейке. Но у меня очень темные цвета. Вот небольшой лоскуток светлого, но я еще поищу. Смотрите, во-первых, перед шитьем мы должны проутюжить нашу ткань. Но я нарисовала, нарежу полоски, а потом я их отглажу. Я взяла основу, она будет служить нижней частью для сумки. Размер 51 на 38. Размер берите свой, но с учетом, что у вас что-то подровняется, обрежется. И размер будет намного меньше. Отутюжила полоски, и теперь мы можем фантазировать. Во-первых, обыкновенный классический выкладка полосок. По вертикали или горизонтали, как хотите. Берете, вот так складываете лицом к лицу, прокладываете строчку, желательно это отутюжить, отворачиваете и так заполняете все полотно. Но слишком просто мне не нравится. Я сейчас соединю все 4 полосы. Видите, у меня светлая короткая, поэтому вровень светлый. Это у меня лишние, они пойдут у меня в другое место. Проложила простую прямую строчку. На хвостиках я делала закрепки. Вот это лишнее я сейчас отрезаю. Утюжить пока что не буду, потому что будет еще время утюжок взять. Теперь я могу пришить вот эту коротенькую полосочку тоже сюда. Она нам в хозяйстве сгодится. И вот сумка, да? И я теперь, ничего не черча, ничего не вымеряю, кладу полосочку прямо наискосочек и пришиваю к ней еще одну полосочку, лицо к лицу. Но смотрите, когда будет разворот, видите, здесь не хватает. Вам нужно немножечко ее продвинуть кверху. Если у вас есть излишки, их можно сразу отрезать, чтобы они нам не мешались. И продолжаем работу. У меня есть вот такие небольшие полоски. Я сейчас их сошу между собой вот так в длинку. Вот эти углы я сейчас отрежу. Хотя в такой работе можно пришить уголок к уголку, и будет не по прямой, а наискосок. Это тоже очень выигрышный вариант. Я собрала полоску, и теперь я могу пришить к одной из полосин. Хотите так, как хотите. Можно даже пустить вот так, чтобы она заходила вовнутрь. Сюда пустить дополнительные полоски, но вот этой полосой сделать подворот и потом тогда прошить. У вас будет направление уже совсем другое. Я пустила 3 полосы, не утюжила, но когда я прошиваю очередную полоску, я вот так выпрямляю руками, как бы натягиваю. Вот эту сборную полоску швы сделала в разутюжку. Вот этот небольшой прямоугольник я отутюжила, швы сделала в разные стороны, в разутюжку. И теперь этой же линейкой я черчу, отрезаю лишнее и нарезаю вот такие полоски. И потом эти полоски я соединю между собой. И у меня получатся квадратики. Полоска из квадратиков. Я нарезала вот такие полоски, получилось 6 штук. Чтобы они не совпадали, я сейчас одну длинную сделаю полоску, а потом от нее я уже буду плясать. Мне-то все равно. Мне надо в одной стороне выкладывать, в другой. Я собрала одно полотно. Вот такое мрачное оно получается. Начала собирать другое полотно. И в ход идут, вот смотрите, все вот эти обрезочки. Это будет такая же длинная полосочка. И я надшила еще джинсовой ткани. И я куда-нибудь ее прикреплю, допустим, вот так. Часть будет прямой, а это будет квадратики, прямоугольники. Я заполнила 2 полотна полосками. Вот одна часть. Я смотрю в экран. Это не грязь, это потертость и не мятость. Обратная сторона получилась вот такая чистенькая, хорошенькая. И вот теперь есть выбор. Взять эту заготовочку или эту заготовочку. Какая больше нравится, можно и той стороной и носить на лицо. Вот я вас учу. Поднимайте выше ткань, чтобы не было пустот. Видите, сама лопухнулась. Но эту ситуацию можно исправить. Можно просто взять лоскут
также полоску ткани и пристрочить, тем самым загородить вот такой вот косяк. Ну а если вы не хотите портить ваши изделия, вы можете буквально полсантиметрика сверху-то и отрезать. И у вас остальное уберется в шов, не будет видно, и ничего крошиться не будет. И вы вот этот вот недостаток скроете. Ну а теперь что хочу сказать. Полотна сшиты, можно приступать шить сумки. Но скучно, темно, блекло, мне не хватает больше красок. Вот если у вас машинка, есть фигурная строчка декоративная, вы можете пройтись и сделать декоративную строчку. Или в технике сашика, это когда вы берете иголку, в пару сложений катушечную нитку или тот же для вышивки ирис, солнышко, ну такие не очень толстые нитки, и вы проходитесь просто как наметку, стежок примерно 0,5 миллиметриков, вы делаете стежки. Но стежки-то можно делать по-разному. Разные рисунки сделать по кругу, квадратики, звездочки, снежиночки, что хотите, можно приделать, и это у вас заиграет по-особенному, и будет как не у всех. На темное блеклое полотно можно также сделать аппликацию или какую-нибудь из ткани приделать, пришить орнамент. Посмотрите, как мило получилось. Две части сумки я задекорировала машинной строчкой и ручной. У меня вот такая есть пряжа. Это синтетика, она не толстая. В 2 сложения я пустила вручную вот такие стежки. Техники сашика. А это машинная строчка на свободном ходу. Нить белая, коричневая и красная. Ну, чередовала. Здесь простая строчка по кругу. Просто водила по кругу и в центре делала закрепку. Здесь что есть на машинке? Машинная строчка. Ну, а это свободный ход. Вот такая одна половиночка получилась. А вот такая другая. Я думаю, вот на эту черную полосу надо пустить еще вот такой рисунок. Как вы считаете? Сумку буду шить в следующем видео. Просто многим интересно, как шить из полос, а кому-то интересно, как шить сумку. Вот в этой части сумки у меня не хватало. Вот такие были пробелы. Я пришила лоскуток и также задекорировала простой строчкой. Если у вас есть ненужные джинсы, ненужная ткань, можно уделить несколько часов и сшить хорошую вещицу. Наволочку, сидушку на лавочку, сумочку, коврик. Даже в такой технике можно сшить одежду. Заходите в гости, подписывайтесь на канал. С вами была Валентина, а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!